I wanted to say that the goal maybe of this assembly is not to reenact the judgment as it was, but more to kind of stay with the hesitation and the problem which was discussed in this case. So, thing 768, Passion Cinéma. On the 28th of February in 1969, the Cinémathèque Française, founded in 1936, was set up in the building of the Palais de Chaillot, based on an agreement with the French state, who was the owner of the building. In 1972, Anri Langlua, founder and general secretary of the Cinémathèque Française, conceived and organized a permanent exhibition at the Palais de Chaillot, presenting the history of cinema under the name Musée du Cinéma Anri Langlua. The museum's collection was developed from the private collection of Anri Langlua, which he donated to the Cinémathèque Française and the collection of the Cinémathèque Française itself. Французская синематека не преуменьшает роли Анри Ланглуа в создании и развитии музея, который, по ее мнению, заслуженно носит его имя. Но, с другой стороны, оспаривает оценку, которую наследники Ланглуа дают экспозиции, поскольку целевое назначение данного объекта не связано с его нематериальной природой, что обусловлено современной и постоянно развивающейся концепцией музеологии, которая запрещает любой способ частного присвоения. Что-то следующий абзац нет? Не дальше читать. Постоянная выставка объектов в специально отведенных, но не строго определенных пространствах в соответствии с визуальным оформлением, исходящим из личного видения истории кино, не является достаточным основанием для признания музея кино результатом интеллектуальной деятельности, подлежащим правовой защите. В силу его предназначения, заключающегося в демонстрации собранных вместе предметов, коллекция которых непременно должна развиваться, а также в силу стоящих перед ним задач, которые требуют постоянных изменений, обусловленных материальными и музеологическими нуждами. Ну, пожалуй, я самый короткий буду. Таким образом, данная выставка не может быть признана объектом авторского права. Нет, Петя, давайте следующий. Однако французская синематека признает законную обеспокоенность наследников Анри Ланглуа по поводу защиты первоначального замысла автора в связи с техническими и административными ограничениями данного проекта и заявляет о своей готовности принять это во внимание в процессе урегулирования спора, что в свою очередь могло бы позволить переместить музей и трансформировать его в соответствии с современной концепцией музеологии. В силу вышеизложенного суд отказывает Комитету защиты музея кино Анри Ланглуа и Ассоциации имени Анри Ланглуа в рассмотрении исковых заявлений по причине того, что последние не имеют отношения к иску наследников Ланглуа и отказывают наследникам Ланглуа в удовлетворении иска. Новая волна и кинематографист новой волны, они были не столько выросли на этой выставке, которая поздно возникла, перед самой смертью Ланглуа, а на показах в синематеке в основном, потому что экспозиция была открыта незадолго до смерти Ланглуа, на несколько лет всего. Но это то есть влияние он оказал огромное, но все-таки не этой экспозиции скорее, а своими показами, программами синематеки. Это вообще очень важное замечание, Петь, спасибо, потому что слава французской синематеки создана не при всем при том, что это уникальный музей, особенно про кинотехника, очень хороший раздел, но все-таки вот эта слава, которая гремела синематекой, когда Ланглуа увольняли, это все было связано больше с показами, а не с экспозицией. Долгое время у него вообще не было экспозиции у коллекции Ланглуа. Ну, собственно говоря, в этом параллель с музеем кино и с Клейменом, потому что я даже не говорю про историю закрытия музея, но целое поколение современных и ведущих современных режиссеров отечественных, поколение Хлебникова и так далее, это люди, которые выросли на музее кино, и которым именно на показах музея кино, а не на экспозиции музея кино. В котором не было постоянной экспозиции. Да, не было постоянной экспозиции. И даже в каком-то смысле можно сказать, что Моисеевна Аташева тоже была отчасти Ланглуа, потому что она часть собственного имущества передала для будущего музея. То есть в основе музея государственного лежит частная коллекция вдовы Сергея Михайловича Эйзенштейна, которая есть коллекция Эйзенштейна. Так что параллелей много.
наверное, вот гений Ланглуа состоял в том, что он первый вместе все это объединил. Он не первый начал хранить фильмы, но он первый начал в своей коллекции частной собирать и фильмы, и предметы, относящиеся к истории кинематографа. Когда в 1989 году музей кино был наконец-таки основан, вначале не как государственный, а как музей общественно-государственная такая форма, типичная для перестройки, его, по сути дела, первым кирпичиком, его основой как раз был мемориальный кабинет Эйзенштейна на Смоленке. Сергей Михайлович жил в другом доме, он жил на Потелихе, недалеко от Мосфильма, но, к сожалению, еще в середине 50-х годов этот дом был разрушен, и Пер Моисеевна удивительным образом сохраняла обстановку Эйзенштейна. У нее была гораздо более мелкая квартира по масштабам нашего города, вначале на бульваре Гоголевском, а потом вот она получила незадолго до смерти квартиру на Смоленке, и она обставила там все так, насколько это было возможно, чтобы это соответствовало духу эйзенштейновской квартиры, потому что ее квартира была в 5 раз меньше почти, чем квартира Эйзенштейна. И на протяжении 50 с лишним лет это все находилось на Смоленке. И буквально месяц назад решением нынешней администрации музея кино эта квартира была освобождена. Все было перевезено в новый павильон на ВДНХ, а там будет, наверное, будет просто служебная квартира, поэтому этот казус, он очень похож на казус Ланглуа, и это одна из причин, почему я здесь. Мне было самым интересным там то, каким образом происходит смена оптик, каким образом происходит смена нашего восприятия тех или иных объектов. И одна из частей, которая в этом проекте присутствовала, это была работа с архивом как раз музея Дарвина, Дарвинским музеем, который представляет очень интересную совокупность между артефактами и произведениями искусства. При этом в свое время в рамках этого музея существовал кружок криптозоологов. И здесь появляется некоторый вопрос о том, каким образом может существовать музейная инсталляция и конкретно коллекция, как такая очень специфическая форма архива, и как с помощью нее мы можем рассматривать скрытые или новые слои в нашем общем, научном знании или, так скажем, интерпретации произведений искусства. Собственно, вот на этой стыке мне интересно работать, и, собственно, проект был на этом реализован. И вот с этой стороны, конечно, мне интересно было поучаствовать в этой дискуссии сегодняшней. So now, there is the museum, but now we go into the controversy. So in 1984, the French state proposed to create Palais des Arts de l'Image. So they kind of wanted to integrate all the image arts into one new location at the Palais de Tokyo. And it would also include the Cinémathèque Française. So they proposed actually that the museum would move, including its permanent exhibition. This took a while, this idea. So 10 years later, in 1984, the realization of this project was launched, and the French state ended the agreement of the use of the Palais de Chaillot rooms with the Cinémathèque Française. In 1995, the Cinémathèque Française announced the closure of the museum until its relocation in the Palais de Tokyo. And some visitors, they were very worried, and here I say visitors, but actually it's a lot of the filmmakers like Jean Rouch or other people that were very attached to the museum. And so they founded a committee. It's called Comité de défense du musée de cinéma Anri Llanglua. And on the 17th of May 1995, the group demanded an inventory of the museum drawn up by a legal court-ordered expert, which is a very strange state already. That a committee of visitors will ask that the museum that there would be a kind of complete inventory created before the closure of the museum. And so on July 3rd, 1995, also the Association Anri Llanglua joined this action by the Comité. And maybe I have to say the Association, that was the widow of Llanglua, who was part of that, and his close collaborators. And on the 10th of July 1995, in order to protect the museum, the Comité claimed a neglect of the heirs for the damage of Anri Langlois' museum through a written legal document addressed to the Cinémathèque Française.
So the committee of visitors, they also start to involve the heirs. So he had no children, Anri Lanois, but his nephews, who actually owned the rights of his authorship. And the committee summoned the Cinémathèque Française before the courts, Tribunal de Grande Instance in Paris, in order to have the arrangement of the exhibition recognized as a work of art. So no longer a museum, but as a work of art, and to have it reinstalled by legal order. The committee objected to any transformation and any change of the permanent exhibition of the museum. The Cinémathèque Française responded that the move implied that the permanent exhibition Musée du Cinéma Anri Lanois would be modified, and stated that the claims of the committee and the association were not valid, because they said that these bodies cannot exercise rights held by the heir of Langlois. So they say they cannot claim all these rights because only the heirs, they would control the copyrights. And then on October 2nd, the heirs of Henri Langlois, the nephews Jean-Louis and Hugues Langlois, they joined the legal court case and on the side of the committee and the association. And the heirs tried to obtain the protection of the droit d'auteur, the copyright, and its related moral rights against any infringement of the integrity of the permanent exhibition Musée du Cinéma Henri Lanois. I did plan an exhibition of a French artist called Yves Klein, if you pronounce it in English. And I had moral right and copyright litigation with the estate, because the estate didn't want me to do the exhibition in the framework that I wanted to do the exhibition, but they told me very late. So I decided to do the exhibition anyway, against the moral right, because I consulted a lawyer, obviously, and the point is that I could not consult them in copyright, so I could not publish images of Yves Klein without asking and obtaining their permission. But the moral right that they had was only to stop me if I misrepresented Yves Klein. So I could show works that belong to the Pompidou, to Tate, to private collectors, without the authorization of the widow of Yves Klein, because I never betrayed the intention of the author. And that was what moral right covers. Is that? Yes, that's correct. Даже в договорах на покупку произведения, искусства современного особенно, можно встретить такое замечательное условие, что без разрешения автора вы все равно не можете его экспонировать, например. Хотя это очень смешно. С одной стороны, вы получаете полное право на произведение искусства как на вещь, да, это одна сторона медали, но вы не получаете на него право как на результат интеллектуальной деятельности. Полное право. Это очень любопытная тенденция, которая с точки зрения юристов, профессионалов практически всех разрушает авторское право и делает его неприменимым абсолютно, но с тенденцией побороться нельзя, потому что судебная практика во многих странах есть. В России такой договор заключить невозможно, я вам сразу скажу, потому что он просто не будет действовать, да, так как у нас все очень прямо и четко в авторском законодательстве, кто бы что ни говорил, но по сравнению с европейскими конструкциями, где вот такие вещи возможны, у нас этого нет. Ряд крупнейших голливудских компаний, ну вот уровня MGM, да, разослали директивы, письма во все крупнейшие киноархивы, не американские, а зарубежные, с требованием вернуть им копии тех фильмов производства MGM, которые в этих архивах лежат. Потому что все равно они не дают разрешения на показ этих фильмов. На что почти все архивисты, включая моего великого предшественника Дмитриева, крайне элегантно им ответили. Послали им письма, значит, в ответ, что, собственно, благодаря нам эти фильмы сохранились. Если вы будете настаивать, эти фильмы вообще исчезнут, вы никогда о них не узнаете. Поэтому забудьте про эти письма. Потому что, да, и в итоге, хотя понятно, что это ответ, я думаю, юридически совершенно неграмотный, но, в общем, оно сработало. Потому что все равно они не могли доступ получить к этим материалам. Тогда вот попытка атаковать архивы мировые, она пропала. А Ланглуа был знаменит своими нелегальными способами приобретения фильмов. Николя Право вступил в судебную тяжбу, в ходе которой доказал, коль скоро он использует эпизоды
то есть эпизоды фильмов, которые не превышают 3 минут, он имеет право при создании своей собственной оригинальной работы каким угодно способом именно использовать уже существующие произведения искусства или существующие произведения в мировой кинематографии. Это был достаточно знаменитый случай, позволивший именно художникам, видеохудожникам использовать вот такие своеобразные манипуляции в сфере кинематографа. Ну, эти уловки существуют у многих, да, у нас есть право цитирования, так называемое, по 4-й части Гражданского кодекса, где объем цитирования не определенный, например, произведение может быть процитировано целиком. Австрийский музей кино заявляет прямо на сайте, значит, а он старый, опытный музей, которому лет, сколько, лет 50, может, почти. Да, а было 50 недавно, да, было 50 недавно. Значит, и австрийский музей кино говорит, что наши экспонаты – это фильмы, которые мы показываем, у них вообще нет экспозиции. И поскольку фильм, собственно, это не пленка, фильм – это демонстрация, и поэтому демонстрация фильма, показ его в кинозале, это вот и есть та самая правильная демонстрация музейного объекта. Кубелку смотреть, например, в цифре и помещать его в экспозицию музея, мне кажется, является абсолютным преступлением. Потому что есть некоторые авторы, которых можно и нужно показывать именно в экспозиции музея, когда происходит вот эта апроприация музея, то есть художником ли или куратором, который действительно, с одной стороны, мотивирует себя некими образовательными амбициями, либо действительно амбициями, которые ближе, например, мне, и которые в большей степени могут и должны соотноситься в данном случае с историей кино. И здесь вот как раз с моей точки зрения возникает вот этот вот очень такой пограничный вот этот метод, когда кино, которое должно, и когда художники присваивают себе, например, там 35 миллиметров и полностью его разрушают, мотивируя себя, опять же, вот этими идеями там деконструкции, пресловутой или чем-то еще, мне кажется, что это в некотором смысле десакрализирует, что ли, вот это особый статус кинематографа. И здесь, мне кажется, очень интересная как раз возникает тема, когда кино приходит в музей, или музей приходит в кино, или какие-то адепты, как тот же Кубелка, который до сих пор, да, переснимает свои собственные же фильмы, да, и показывает там их, например, в Болонье, там, 40-летней давности, но он делает это при помощи пленки. Нет ничего более абсурдного, как выражение «музей кино», потому что музей – это всегда статика, а кино – это всегда движение. Кино как раз, границы между музеем и архивом, они более зыбкие, чем во всех остальных областях. Представление об архиве классическом – это место, где лежат бумаги. Да? Сейчас уже и архивы по-другому работают, бумажные архивы, но тем не менее. Соответственно, кинофильмы же нужно показывать, и более того, нужно их показывать, в общем-то, желательно все-таки в наиболее максимально приближенном к оригинальному. Да. А этого почти невозможно достичь, потому что, например, вот если мы говорим про киноархивы, кино снималось на горючей пленке первые 60 лет. Этой горючей пленки сейчас практически нет, кроме этих уникальных копий. И напечатать заново на них невозможно. То есть мы уже, даже без оцифровки, даже показывать на пленке, это уже будет не тот показ. То есть идеально, конечно, показывать на тех проекторах, в том кинозале, с такой музыкой. Это будет один опыт. И тем же людям, да. Или действительно адаптировать все под новую публику. Но поэтому это очень меняется, потому что нужно, с одной стороны, стремиться к аутентичному показу, чтобы все-таки мы, не думали, что все древнегреческие статуи были белые, да, они же были раскрашены с глазками инкрустированными. То же самое и фильмы были раскрашены. Да, или что все ранние картины были зрителям хорошо различимы. Потому что мы вот, например, недавно показывали в Государственной Третьяковской галерее фильмы дореволюционные на установке 20-х годов, при всем при том, что лампу мы все-таки сделали гораздо более мощную, чем лампы того времени, и люди все говорят, очень плохо видно. Но вы же показывали не с горючки? Не с горючки, да, на горючке было видно чуть получше. It's kind of interesting, especially in relation to theater, because if we play again Shakespeare, we say it's an interpretation of Shakespeare. And if we go see a painting in the Louvre, which maybe was hanging in the wall of a church in Venice, we don't say we are looking at an interpretation of that painting. So, именно, но и с музыкой это еще понятно. Все там знают про разные темпы исполнения музыки в 18 веке и в 20-м.
И вообще, собственно говоря, Бах не писал для фортепиано. Бах – сам величайший фортепианный композитор 20 века. А для фортепиано он не писал, не было такого инструмента. В России был уникальный опыт просмотра избранной публикой, просмотра зарубежных фильмов, которые не попадали в советский прокат. Копии не очень легальными путями попадали на Госфильмофонд. Обычно это были черно-белые копии цветных фильмов. Знаменитых фильмов. «Гибель богов» Висконти, не знаю, Коппола, да, Рим Феллини, черно-белое все это. Сейчас вроде бы эти копии никому не нужны, потому что мы можем легко все эти фильмы раздобыть в нормальном качестве. Но эти копии – огромная часть советской истории, потому что наши кинематографисты, которые не могли посмотреть эти фильмы в оригинальном варианте, учились и воспринимали западное кино по этим черно-белым копиям. И мы никогда не поймем, значит, соответственно, не знаю, что смотрел Тарковский или, не знаю, Никита Михалков, кто угодно. Пока мы не посмотрим эти черно-белые копии, они уже приобретают свою ценность. Именно его собственное видение истории кино и таким образом отражающее его личность. Вот этот момент, он, мне кажется, очень может быть еще связан с таким понятием, как тотальная инсталляция, когда сами элементы, расставление элементов создавали такое пространство или среду, в которой ты начинал мыслить как ее протагонист, как ее создатель. И вот здесь есть такой момент, когда в действительности именно закон затронул обстоятельства именно концептуальной работы. То есть в действительности это именно правовая оценка концептуального жеста художественного, на мой взгляд, в котором именно экспозиция была проинтерпретирована как некоторая форма именно тотальной авторской инсталляции. Я увидел как раз разницу между, как мне показалось, решением первой инстанции и решением апелляционной инстанции, что решение первой инстанции рассматривал Ланглуа как куратора, решение второй инстанции рассматривал Ланглуа как художника. Да, именно. То есть в этом, грубо говоря, мне показалось, что разница в этом. What I wanted to say is that it's incredible that a legal judgment is going so much in depth into what Kirill was demonstrating is a mega debate within the visual arts between artists and curators. And it's fantastic that a lawyer is able to identify areas that we as curators, we are meta-debating on the theoretical level. Because what, from the museological point of view in visual arts is important at the moment is the exhibition a medium which can be considered artistic, like painting on canvases? And there are certain examples, like there is an artist called Mike Kelly, who passed away a few years ago, but was a very famous American artist, and he did an exhibition called The Uncanny, which was originally in, I think, Belgium, in Sonnenberg, is it in Belgium or Holland? And then in the UK. And this is, I think, to my knowledge, the first exhibition that was collected as a single entity. So there is one collector in LA who owns the exhibition, which contains a series of objects between which there are spoons or carpets, but also works of art by other people, which essentially are, from now on, immobilized inside the work of art of Mike Kelly. And that becomes very problematic, because if you are Duane Hanson, another American artist who is part of this exhibition, you know that this one work will never be free as your individual creation anymore. And it's always going to be part of a Mike Kelly work of art. But going back to what Artyom was saying, it's like, it's interesting because the definition between artist and curator is becoming more and more difficult to do. If we accept that Mike Kelly exhibition can be collected, why can we not collect an exhibition by Harald Zeman or by Hans-Ulrich Obrist or by Jens Hoffmann? Exhibitions that, whether you like them or not, have a very strong authorial voice. Несколько старомодное определение куратора как художника или художника как куратора. Но мне кажется, что я настаиваю на том, что все-таки выставка Анри Ланглуа – это скорее, с моей точки зрения, все-таки кураторский принцип отбора и переосмысливания истории кино. С одной стороны, мы действительно говорим о некой репрессии, которую предлагает Дворец Шайо, куда входит этот художник, куда входит куратор Анри Ланглуа, и который предлагает этой территории, предлагает этому пространству посмотреть на визуальный текст. И мне кажется, что здесь принципиально важная позиция, что он именно работает как бы с визуальным текстом. Это практически, это одновременно это текст, на который
уже смотрят. То есть здесь возникает такая очень сложная функция вот этого действительно медиума, который вынужден и должен рассказать о каком-то визуальном материале, на который уже смотрели и на который уже смотрят. Мы здесь обращались к тому, как можно смотреть это кино и отличается ли наше зрение и наша оптика от того, как на это смотрели, например, в 20-е годы, или от того, как на это даже смотрели там, в конце 50-х. Да? Я вспомнил про целый музей, который был уничтожен, идея возрождения которого все время гуляет, до нового западного искусства, знаменитый проект Ирины Александровны Антоновой. Но все, кто говорят о воссоздании этого музея, все время говорят о том, что ну хорошо, вот мы даже соберем коллекцию, но никто не собирается поместить эту коллекцию в тот же самый особняк и развесить точно таким образом, как это висело там, потому что как-то все понимают, что ну, вот современная музеология от этого ушла очень далеко, и этой ковровой развеской, понятно, что там не хватало помещений и все прочее. Я бы предпочел, чтобы вот мемориальные музеи все-таки не трогали, потому что у них есть вот эта знаменитая приставка «мемориальный музей». Очень многие эти мемориальные музеи очень архаичные, давайте скажем, сверхархаичные, невозможно архаичные иногда. Но если мы пытаемся смотреть это просто как музейный фонд, с которым мы можем делать все, что угодно, то тогда мы фактически уничтожаем вообще вот такую категорию, как мемориальный музей. Это не означает, что время от времени из мемориального музея в другое пространство нельзя вынести эти предметы, переосмыслить их, грубо говоря, каким-то образом представить кураторски, как угодно, да? Но потом, будьте любезны, здесь во мне вот музейщик говорит, верните все на место так, как стояло у бабушки. Я вот знаю, что здесь, например, не похоже, что это описано, но, может быть, у него у самого был ответ на то, кем он себя считал. Считал ли он свой продукт произведением искусства или результатом своей кураторской работы. И хотя здесь это не включено, но, может быть, есть какие-то документы, мемуары или переписки, в которых это было бы раскрыто, и мы бы, например, знали, если бы он жил дольше, например, что бы было с его работой. И если бы она дальше менялась, то значит и нам можно было бы ее менять. И мы будем нарушать его авторское, его замысел тем, что сохраним все неприкосновенно. Это очень логичный вопрос, очень, потому что там же было современное кино, но не заканчивалось, собственно, там не только немое кино. А он, собственно, сколько он себя считал Ланглуа, но я думаю, что он точно себя считал креатор Мунди, вот судя по тем воспоминаниям,